Сэр, с чем мы здесь столкнулись? Это пережиток старого мира. Готовы, капитан? У нас будет только один шанс. И помните, когда услышите шепот, зовите на помощь. Не нападайте. Когда вы услышите шепот, как вы думаете, что он делал? Что? Это Дорман, верно? Да? Тогда, Дорман, заткнись, черт возьми. почему я всегда оказываюсь с этими новичками? Эй, у парня неплохой удар. Дайте ему шанс. Тихо. Неплохой удар, капитан. Новичок даже меч поднять не может. Капитан Арен? Капитан? Он здесь. Дождь, пошли сигнал. Какого черта? Дождь. На моей спине. Лежу. Давай, давай. Я готов. Я готов. Это человек. Нет, это не так. Капитан. 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 Зачем ты здесь? Что это? Стой. Человечество не готово. Вставай, парень. Сэр. Капитан, я... Подумай, с тобой все будет в порядке. Вот. Что это? Возьми тело. Стой. Смертный. Его еще можно сдержать. Ты не знаешь, что у тебя есть? Твой. Род больше не правит этим миром. Мы не можем уничтожить свое тело, это правда. Но ты увидишь, как мы уничтожим все, что ты построил. Свяжите его. Кормите. Растите, дитя мое. Я позабочусь о том, чтобы ты мог есть свою пищу.
Привет, я Джонатан Роджерс, гейм-директор Pass of Exile 2. Pass of Exile 2 выйдет в ранний доступ примерно через 2 недели, 6 декабря. Но несмотря на то, что это ранний доступ, это не просто небольшая проба. Игра огромна. В этом прямом эфире мы расскажем обо всем, что вас ждет. Так что без лишних слов давайте посмотрим трейлер игрового процесса. Это прекрасно, но не постоянно. Жизнь и смерть — заклятые враги, но они неразрывно связаны друг с другом. Продолжение жизни должно быть защищено любой ценой. Некоторые говорят, что мои методы являются жестокими. Вот что я скажу на это. Без самопожертвования не может быть спасения. Мы стоим лицом к лицу с концом, и я сделаю то, что должен. Те, кто одержим мыслью о смерти, пусть они поскорее познакомятся с ней. Теперь, как вы только что видели, даже в раннем доступе Pass of Exile 2 — это большая игра. На самом деле прошло 5 лет с тех пор, как мы анонсировали PoE 2, и за это время мы многое раскрыли, но только по крупицам. Довольно сложно уследить за всем этим, поэтому сегодня мы собираемся сделать полный обзор всего контента, который будет представлен. Будет доступно в начале раннего доступа. Здесь представлены классы, системы развития персонажей и впервые полный обзор эндшпиля. Это будет грандиозное событие, так что устраивайтесь поудобнее. На протяжении 20 лет Рейла была свободна от любых источников коррупции. Но граф Огам, соблазненный обещаниями власти, намерен использовать ее еще раз. Мертвые восстают, монстры мутируют, и безумие распространяется повсюду. Под темным влиянием коррупции граф выносит смертные приговоры любому, кто осмелится задать ему вопрос. И вот здесь-то вы и оказываетесь в начале второй части PoE. Исследуйте темные леса Агама, пересеките бесплодные равнины пустыни Вестери и углубитесь в джунгли, где находятся руины Уцо, древнего мерзкого города. Здесь вас ждут опасные монстры, скрытые руны, затерянные лагеря и сокровища, бродячие торговцы. И, конечно же, уникальные боссы. Нет двух одинаковых областей. Именно вам предстоит найти источник коррупции, источник всех этих разрушений. По пути вам встретятся ужасные монстры, вы познакомитесь с необычными персонажами, завяжете неожиданные знакомства и откроете для себя затерянные цивилизации. Но сначала вам нужно выбрать класс. Сейчас в раннем доступе будет доступно 6 классов. Давайте посмотрим на них. Монах — быстрый и яростный боец ближнего боя. Он стремительно атакует и использует механики, которые позволяют ему сохранять импульс. Как и во всех классах в Pass of Exile 2, вам нужно будет использовать разнообразные навыки, чтобы комбинировать их. Чтобы получить новые навыки, вам сначала нужно найти камни навыков.
Использование камня навыков откроет меню, в котором будут показаны все активные навыки в Pass of Exile 2. Вы можете выбрать уже существующий навык для прокачки или создать новый. Поскольку это камень навыка 7-го уровня, даже если вы выберете новый навык, он сразу же станет 7-м уровнем. Так что не бойтесь пробовать что-то новое. Монах в основном использует посох. Есть 3 школы боевых искусств – молния, лед и ветер. Но не думайте, что вам нужно придерживаться только одной. Лучшие комбинации будут включать в себя элементы всех 3 школ. Давайте попробуем убить Палма. Как и многие навыки монаха, этот можно использовать, чтобы быстро воспользоваться ситуацией. Если у врага мало здоровья, вы можете использовать навык убийства Палма, чтобы подбежать к нему и мгновенно убить. Это даст вам заряд энергии. Затем мы можем использовать другой навык, чтобы использовать этот заряд энергии для более разрушительной атаки. У монаха также есть мощные комбо-навыки. Например, громовой колокол — это навык, который создает гигантский резонирующий колокол. Нажатие на кнопку вызывает звон колокола, наносящий урон всем врагам вокруг. Также можно заморозить или ударить молнией по колоколу, что усилит урон от ударов. У монаха есть множество способностей, которые усиливают его посох. Если враг вот-вот будет оглушен, можно использовать удар ладонью, чтобы сбить его с ног. После этого все ваши атаки будут сопровождаться выстрелами из лука. У посохов есть 21 активная способность, так что это только малая часть того, что вы можете использовать. К концу игры вы будете бегать от одной группы врагов к другой, стрелять из лука и уничтожать целые толпы врагов мощными комбо-атаками. Если вам нравится стиль ближнего боя, который немного медленнее, но наносит гораздо больше урона, чем у воина, то он для вас. Он наносит мощные удары и может блокировать атаки мелких врагов благодаря большому количеству брони. Хотя удары булавой медленные, вы никогда не потеряете контроль над ситуацией. Более длинные атаки можно перенацелить, а если вы решите провести длинную атаку, то в любой момент можете откатиться в сторону. Среди навыков для булавы есть множество ударов, огненных атак, боевых кличей и навыков для щита. Сейчас я ударю по земле, и она расколется огненными линиями. Любой удар вызовет извержение лавы из этих рыб. Я даже могу пробежать сквозь них, используя навык натиск, чтобы нанести огромный урон. Воин также может использовать боевые кличи, которые усилят вашу следующую атаку. Например, крик землетрясения удвоит урон от следующей атаки. Натиск считается ударом, поэтому я могу его усилить, чтобы было еще больше урона. Если вы хотите двигаться быстрее и быть более защищенным, используйте щит. В Pass of Exile 2 вы можете в любой момент поднять щит, чтобы блокировать весь урон спереди, даже от заклинаний. Пока вы держите щит поднятым, шкала оглушения будет заполняться, когда вы будете получать урон, так что будьте осторожны. Если шкала заполнится на 100%, ваша стойка нарушится, и вы станете уязвимы. У некоторых врагов есть атаки, которые невозможно заблокировать. Они обозначаются красной вспышкой. Если вы увидите такую атаку, постарайтесь увернуться. Использование щита также дает вам доступ к навыкам, таким как рывок щитом, который позволяет вам атаковать врагов и оглушать их. Во время рывка вы также блокируете весь урон спереди, так что вы полностью защищены. Воин также может использовать тотемы. Некоторые тотемы имеют встроенные способности, например, тотем «Ударная волна», который можно разместить, чтобы оглушать ближайших врагов и вызывать повторные удары, как при землетрясении. Но вы также можете использовать тотемы «Воин предков», которые позволяют вам использовать любые навыки удара. Это основной навык, то есть навык, в который можно вставить другие навыки. Я могу использовать навык «Разрушительный удар» и поместить его в тотем «Воин предков». Теперь, когда я призываю его, он будет стоять и наносить удары по монстрам на расстоянии. Есть 20 активных навыков для булав, так что есть из чего выбрать. Но к концу игры вы будете бросать молоты с неба, бесстрашно бросаться в бой и раскалывать саму землю, на которой стоите. Пришло время для некоторых дистанционных атак. Рейнджер в основном использует лук, но мы хотели, чтобы она была проворной. В Pass of Exile 2 вы можете стрелять на бегу. В сочетании с другими навыками, которые позволяют вам прыгать, вы будете очень мобильны в бою. Навыки стрельбы из лука включают в себя различные виды молний, яда, льда и физических атак. Молнии отскакивают от цели к цели. Вы также можете размещать стрелы с молниями на земле, которые взрываются при попадании в цель, или поражать врагов электрическим током, чтобы вывести их из боя. Ледяные атаки позволяют замедлять и замораживать врагов, чтобы держать их на расстоянии. Используя яд, вы можете не только наносить врагам урон издалека, но и выращивать интересные растения. С 21 навыком стрельбы
стрельбы из лука, а также с мобильностью и комбо-приемами, которыми обладает рейнджер, вы сможете использовать любую ситуацию в свою пользу. К концу игры вы будете создавать сотни стрел, которые будут падать с неба, отскакивать от врагов или вылетать из торнадо. Вы, наверное, заметили, что слоты для зелий внизу экрана выглядят немного иначе. В Pass of Exile 2 у вас есть один слот для зелья здоровья и один слот для зелья маны. Зелья заряжаются, когда вы убиваете врагов, и обычно позволяют вам лечиться 6 или 7 раз, если они полностью заряжены. Но это не единственное, для чего можно использовать заряды. Амулеты — это новый тип предметов, которые автоматически защищают вас от различных дебафов или типов урона. Застряли в заморозке? Используйте амулет для размораживания. Когда он полностью заряжен, он на 3 секунды делает вас невосприимчивым к заморозке. Чтобы зарядить его, просто убивайте больше монстров. Вы можете получить больше слотов для амулетов, улучшив свой пояс. У наемника есть арбалет, который можно заряжать разными видами боеприпасов, что обеспечивает универсальность, мощь и мобильность. Все классы в Pass of Exile 2 можно контролировать с помощью ВОС, что делает игру похожей на шутер. Что касается арбалета, то у него есть навыки, которые работают как дробовики, снайперские винтовки, штурмовые винтовки и даже гранатометы. Но это еще не все. Есть множество интересных стихийных боеприпасов. Переключаться между типами боеприпасов очень быстро, если они уже заряжены. Это позволяет наемнику комбинировать способности для нанесения сокрушительного урона. Используйте ледяной болт, чтобы создать ледяную стену, разделяющую врагов. Затем переключитесь на разрывные снаряды, чтобы взорвать лед и нанести огромный урон по площади. Если я встречусь с бронированным противником, я могу использовать бронебойные снаряды, чтобы пробить его броню, а затем высокоскоростные снаряды, чтобы уничтожить его. Или, например, я могу бросить газовую гранату, чтобы отравить врагов, а затем взорвать облако взрывным выстрелом, нанеся огромный урон. Если вам нужно вызвать огонь на подавление, вы можете вызвать артиллерийский обстрел. У них минимальная дальность, поэтому вам нужно тщательно выбрать позицию перед тем, как двигаться. Для арбалетов доступно 22 активных навыка. К концу игры вы сможете вызывать разрушение с неба, забрасывая поле боя гранатами и поливая врагов огнем из автоматического дробовика. Если вы хотите отойти на второй план и позволить своим миньонам делать всю работу, то вам стоит выбрать ведьму. Она может призывать орды монстров нежити, которые будут сражаться за нее, и одновременно использовать мощные заклинания хаоса, ослабляющие врагов. Оккультные навыки — одни из самых разнообразных в игре: скелеты, ядовитые заклинания, специальные миньоны, проклятия и жертвенные магия. Прежде чем мы поговорим о миньонах, нам нужно обсудить новый ресурс в Pass of Exile 2 под названием Дух. Это камень духа, который позволяет выбирать из ряда постоянных умений. У каждого класса есть свои умения, которые могут давать интересные эффекты, например, ледяная броня, которая наносит урон холодом врагам, которые вас атакуют. Или неистовые духи, которые призывают огненные черепа каждый раз, когда вы используете огненное заклинание. Но для ведьмы мы хотим использовать дух, чтобы создавать постоянных прислужников. Они будут возрождаться автоматически, когда умрут, так что вам не придется постоянно их призывать. Сейчас я использую экран умений, чтобы выбрать, каких прислужников я хочу видеть в своей армии. Вы можете видеть, сколько духа тратится на каждого из них. Воины-скелеты дешевые, но слабые. Они хороши для защиты и отвлечения врагов. Но я хочу, чтобы в моей армии было больше сильных бойцов. Поэтому я уберу некоторых воинов и заменю их на скелетов-поджигателей. Постоянные прислужники обладают особыми активными умениями, которые называются командными. Вы можете приказать им взрывать ваших прислужников, чтобы нанести еще больше урона и расширить зону поражения. Если вы хотите большую армию, вам понадобится скипетр. Это новое оружие содержит еще больше духа, позволяя вам призывать еще больше друзей. А если вы хотите еще большую армию, вы можете использовать трупы, чтобы призывать целые орды прислужников. Но что может делать ведьма, пока ее армия работает? Ну, в нее есть ряд заклинаний хаоса, которые могут заразить ваших врагов, или умений, которые могут пронзить их костями. Или, знаете, вы можете проклясть их, чтобы ослабить, и ваша армия сможет их уничтожить. Всего есть 25 активных оккультных умений. К концу игры вы станете предводителем грозной армии мертвецов, уничтожающей все на своем пути. Колдунья подчиняет стихии своей воле, используя их, чтобы сеять хаос среди врагов. Этот классический заклинатель издалека обрушивает на противников шквал стихийной магии. В навыках стихии есть все, что вы ожидаете, и даже больше. Огненные шары, ледяные взрывы, грозовые разряды, вы поняли. Каждое заклинание уникальное и может комбинироваться с другими, даже из разных стихий. Например, огненная стена создает горящую линию, которая не только наносит урон врагам, но и усиливает все снаряды, проходящие сквозь нее. Если вы поставите стену и пропустите сквозь нее молнию, она нанесет дополнительный урон от огня.
Не забывайте использовать способность автоматически менять оружие при использовании определенных навыков. Если у вас есть посох с бонусами к огненным навыкам и другой с бонусами к навыкам молнии, это может усилить комбинацию. Колдунья также может использовать мощные драгоценные камни-триггеры. Например, вы можете взять камень огненный шар и использовать его с огненным штормом. Когда вы поджигаете врагов, в левом верхнем углу появляется счетчик. Когда он заполнится на врага, которого вы подожгли, автоматически обрушится огненный шторм. Всего есть 25 активных стихийных навыков. К концу игры вы будете стрелять во все стороны, обрушивая на врагов стихийные бури. Это персонажи, которые будут доступны в начале раннего доступа. Но мы добавим еще 6 классов персонажей с таким же количеством навыков и возможностей. Будет еще много всего. И еще одна важная вещь, которую нужно сказать о навыках. Несмотря на то, что мы говорим о них как о принадлежащих к определенному классу, на самом деле никаких ограничений нет. Вы можете использовать все эти навыки в любом классе, если у вас есть соответствующие атрибуты. Например, рейнджер-отравитель может захотеть попробовать использовать оккультные проклятия, чтобы увеличить урон от яда. Или монах может захотеть использовать ледяные стены, чтобы усилить свой комбо-прием ледяной каскад. Возможности для комбинирования навыков практически безграничны. Мы с нетерпением ждем, что вы, ребята, придумаете. Pass of Exile — игра, известная своими настройками, и мы еще даже не начали говорить о том, что возможно. Давайте поговорим о камнях поддержки. В Pass of Exile 2 есть система камней поддержки, которые можно комбинировать с активными навыками, чтобы кардинально изменить их работу. Если вы найдете камень поддержки, то, нажав на него правой кнопкой мыши, вы откроете этот экран. Здесь вы найдете множество рекомендованных камней поддержки для каждого из ваших навыков, которые можно выбрать. Например, это камень поддержки для нескольких снарядов, который можно использовать для добавления нескольких снарядов к любому навыку. Обычно, когда вы стреляете гранатой, она выглядит вот так. Но если мы добавим несколько снарядов, то их будет 3. Как только у вас появится камень поддержки, вы сможете свободно перемещать его между любыми навыками вашего персонажа. Если вы хотите вместо этого использовать многозарядную снайперскую винтовку, просто переместите камень поддержки на навык высокоскоростная очередь. Вообще говоря, если кажется, что камень поддержки должен работать с навыком, то так и будет, поэтому стоит поэкспериментировать. Обратите внимание, что на вашем персонаже может быть только один камень поддержки для каждого умения. Поэтому вам нужно хорошо подумать, какие камни поддержки лучше всего сочетаются с каждым умением для максимального урона. Если вы хотите следовать рекомендациям, то у вас все будет отлично. Но если вы хотите немного поэкспериментировать, то снимите галочку с кнопки «Рекомендовано» и увидите полный список камней поддержки, которые можно использовать с вашим умением. Есть сотни камней поддержки на выбор, и даже мы не знаем, как они взаимодействуют друг с другом. В каждое умение можно вставить до 5 камней поддержки. Если вы сообразительны, то сможете придумать несколько интересных идей. Это только начало. Вы можете создавать вихри холода, пробивать броню врагов, взрывать миньонов, повторять умения, заставлять врагов поджигать друг друга, уничтожать врагов или пригвождать их к земле. Это позволяет вам кардинально изменить поведение ваших умений и создать свой собственный уникальный билд или хотя бы следовать чьему-то руководству по билду. Что касается билдов, давайте поговорим об одной из самых знаковых систем Pass of Exile — древе пассивных умений. Да, но огромное. В нем более 1500 узлов. Многие люди, впервые открыв древо, немного пугаются, но не стоит бояться. Вариантов много, но в основе все просто. Каждый уровень вы получаете 1 очко, которое можно вложить в древо. Каждый класс начинает с разных мест, но у всех одно древо. В своем разделе «Древо» вы найдете бонусы, подходящие для вашего персонажа. Вы можете быть уверены, что здесь не так много неправильных решений. Почти все начальные узлы будут полезны для вашего персонажа. Но если вы все-таки сделаете выбор, о котором потом пожалеете, вы сможете исправить его, потратив немного золота. Дерево навыков обычно разделено на группы, объединенные общей тематикой. В каждой группе вы найдете небольшие узлы, которые дают простые бонусы, например, увеличение урона, но настоящая сила кроется в особых узлах. Они обычно дают более интересные бонусы и больше внимания уделяют тому, как работает ваш билд и какие навыки вы используете. Например, в области навыков наемников этот узел дает 25% шанс, что навыки с арбалетом не будут расходовать болты. А вот этот дает шанс, что гранаты взорвутся во 2-й раз. Этот узел дает шанс, что снаряды отрикошетят от поверхности, а также повышает вероятность того, что они поразят цель. Обратите внимание, что несмотря на то, что этот узел находится в области наемников, он будет работать со снарядами всех классов. Поэтому часто есть смысл переходить в другие области дерева навыков. Чтобы перемещаться между этими областями, вам придется распределять очки в магистралях атрибутов. Узлы атрибутов позволяют вам выбрать, какой атрибут вы хотите использовать. Так что очень легко получить очки для любого атрибута, который может понадобиться вашему снаряжению.
Вы можете изменить, какой атрибут дают эти узлы, за половину их стоимости у торговца. Помимо особых узлов, вы также найдете более крупные пассивные узлы, называемые ключевыми камнями. У двуручного оружия есть свои плюсы и минусы, и часто приходится менять всю сборку, чтобы приспособиться к нему. Отличный пример — кровь гиганта, которая позволяет использовать двуручное оружие одной рукой, но при этом увеличивает требования к характеристикам. Можно использовать двуручную булаву с щитом или даже два таких оружия. А как насчет разума превыше материи, который сначала наносит урон вашему запасу маны, а потом уже здоровью? Но при этом вы теряете 50% запаса маны. Такие умения сложно встроить в сборку, но если вы готовы к трудностям, они могут быть очень полезными. Как мы уже показывали на примере волшебницы, вы можете менять наборы оружия прямо во время использования определенных умений. Одно из нововведений в Pass of Exile 2 — это пассивное дерево, где вы можете менять дерево навыков в зависимости от выбранного набора оружия, чтобы использовать определенные бонусы. Например, волшебница может переключаться между огненной и молниеносной магией. Или вы можете использовать одноручное и двуручное оружие, чтобы блокировать атаки боссов, а затем наносить мощные удары большой булавой. Или, возможно, вы можете использовать полный набор проклятий на ведьме, чтобы ослабить врагов, а затем переключиться на дегенеративную магию хаоса для максимального урона. Если вы хотите использовать только один набор оружия, вы можете просто использовать эти очки специализации как бонусные очки. Но творческие игроки найдут множество возможностей в этой системе. Очки специализации оружия можно получить во время кампании за выполнение дополнительных заданий и квестов. Например, если мне удастся победить Вороньего Короля, я получу книгу о специализации оружия. В кампании есть и другие постоянные усиления. На карте вы можете увидеть значки, которые указывают на дополнительные задания, которые вы можете выполнить. Некоторые из них дают постоянные усиления, а другие — мощные предметы. Если вам сложно победить босса, то стоит поискать другие задания. Например, если вы победите Черного Клыка, то получите постоянное усиление сопротивления огню. Одно из самых важных достижений — это бонусы духа. Первый бонус духа вы можете получить здесь, в первом акте, в районе с навесом. Победите босса в этом районе, чтобы получить постоянный бонус духа. Постоянные усиления духа очень мощные, и каждый класс найдет им применение, так что обязательно ищите их. Они есть в каждом акте. Но мы еще не говорили о самом важном элементе развития персонажа — предметах. Именно поэтому мы все здесь, верно? Предметы в Pass of Exile можно разделить на 4 группы по редкости: обычные, магические, редкие и уникальные. Когда вы будете проходить кампанию, вам захочется улучшать найденные предметы, и вы сможете это сделать с помощью валюты. С помощью трансмутационного шара вы сможете превратить обычный предмет в магический с одним модификатором. Затем вы можете использовать шар улучшения, чтобы добавить второй модификатор, затем использовать царский шар, чтобы добавить третий модификатор и превратить предмет в редкий. Наконец, вы можете использовать несколько шаров возвышения, чтобы добавить к редкому предмету еще больше модификаторов. Всего 6 модификаторов. Мы считаем, что одна из важных вещей — это сделать так, чтобы эти опции можно было использовать во время игры. Все предметы, которые добавляют моды, встречаются гораздо чаще, чем в первой части, так что вы сможете использовать их на протяжении всей кампании. Мы хотим, чтобы вы чаще находили на земле предметы, которые можно улучшить. Кроме того, мы повысили шанс выпадения этих предметов, а также добавили возможность получить их, если вы продадите ненужное снаряжение торговцу магическими предметами. Если вы продадите магические предметы, то сможете накопить на сферу трансмутации, а если редкие предметы — на королевскую сферу. Еще одна важная часть крафта в Pass of Exile 2 — это гнезда. Некоторые найденные вами предметы будут иметь гнезда, в которые можно вставить руны Эзимита, чтобы добавить дополнительные модификации к предмету. Если я вставлю эту руну холода в свой шлем, то получу дополнительную защиту от холода. Это отличный способ решить проблемы с сопротивлением или уроном. Если вы найдете предметы с гнездами, которые вам не нужны, вы можете отнести их на верстак в городе, чтобы получить сферу ремесла. Это позволит вам добавить гнезда к вашим существующим предметам. На броне и двуручном оружии может быть до 2 гнезд, а на остальной броне и одноручном оружии только одно. Вы также можете разобрать предметы с качеством, чтобы получить такие предметы, как обломки брони или точильные камни. Это позволит вам повысить качество ваших предметов на 20%. Если вы не хотите разбирать или продавать свои предметы, вы всегда можете продать их за золото. Золото можно использовать для покупки предметов у торговцев, и мы постарались сделать так, чтобы товары, которые они продают, были действительно полезными. Каждый раз, когда вы повышаете уровень, у них появляется больше товаров, так что заглядывайте почаще. Другие торговцы предлагают сыграть в азартную игру. Заплатите фиксированную сумму золота, и вы получите случайный предмет определенного типа. Это отличный способ улучшить свое снаряжение, если вам повезет. Золото также используется для развития пассивных навыков. Воспользуйтесь этой системой, чтобы поэкспериментировать с деревом навыков и изменить его по своему усмотрению.
рассмотрению. Еще одна вещь, для которой можно использовать золото, это обмен валюты. Это позволяет вам обменивать предметы с другими игроками на открытом рынке за небольшую плату в золоте. Теперь все предметы в Pass of Exile можно свободно продавать. Мы никогда не привязываем что-либо к вашему персонажу, кроме золота. Теперь большая часть снаряжения в Pass of Exile генерируется случайным образом, но есть и другой тип, который не генерируется – уникальные предметы. Они особенно редки, каждый из них имеет уникальный набор необычных свойств, которые могут кардинально изменить стиль игры персонажа. Они не просто лучше обычных предметов, они могут делать гораздо более странные вещи, которые могут кардинально изменить вашего персонажа. Например, погребение в трупах заставит любые трупы, через которые вы проходите, взрываться облаками яда. Пески шелка – это доспехи, которые превращают ваш уворот в телепортацию, превращая вас в песок, когда вы телепортируетесь мимо врагов. И, конечно, некоторые уникальные предметы просто вызывают выброс дофамина, например, дождь из перьев, который превращает ваши атаки из лука в непрерывные, удваивая скорость атаки. Каждый уникальный предмет — это то, на чем можно построить своего персонажа. Мы стараемся сделать так, чтобы большинство уникальных предметов можно было использовать в конце игры, даже если вы найдете их раньше. И, как вы видите, каждый уникальный предмет имеет свой уникальный дизайн. Последняя система развития персонажа, которую вы можете использовать во время кампании, это Вознесение. Начиная со второго акта, вы будете проходить испытания Вознесения, которые нужно пройти, чтобы получить класс Вознесения. Мы расскажем об этих испытаниях позже, а сейчас давайте посмотрим, что дает Вознесение вашему персонажу. У каждого класса есть доступ к 3 классам Вознесения, но в начале раннего доступа будут доступны только 2 класса на каждый класс. Классы Вознесения уникальны для каждого класса персонажа, поэтому выбирайте с умом. Они могут кардинально изменить ваш стиль игры. Как волшебница вы можете стать повелительницей стихий. Каждый раз, когда вы наносите критический удар заклинанием, вы вызываете стихийную бурю. С помощью двойного удара вы можете наложить 2 шоковых эффекта, чтобы увеличить урон, а если углубиться в дерево умений, то можно сделать так, чтобы все ваши атаки наносили шоковый урон. Сделайте шоковую сборку из любого навыка. В качестве альтернативы вы можете стать хрономагом и управлять временем. Она буквально может останавливать время с помощью заморозки времени. Но это не все. У нее есть и другие способности, связанные со временем. С помощью временного разлома она может телепортироваться в предыдущее место, восстанавливая свою жизнь и ману до прежнего уровня. А с помощью временного рывка она может сбросить все свои кулдауны и снова использовать все свои заклинания. Что касается воина, вы можете выбрать между воином и титаном. Воин черпает силу своих предков, чтобы обрести огромную мощь. С помощью способности ядро призыва вы можете призывать духов предков, связанных с каждым из ваших тотемов. С помощью нефритового наследия вы можете окружить свое тело защитным слоем, который поглощает весь урон, пока не разрушится. Призыв войны позволяет вам взрывать трупы ваших врагов. А с помощью великого волчьего воя вы можете игнорировать время восстановления ваших боевых кличей. Дайте волю своему гневу. Класс Титан — это сила. С помощью землетрясения каждый удар может вызвать эффект сотрясения. С помощью сокрушительного удара каждый удар становится сокрушительным, что позволяет вам с легкостью оглушать врагов. С помощью неимоверной силы вы можете наносить на 40% больше урона оглушенным врагам. Как рейнджер, вы можете стать метким стрелком, экспертом в стрельбе, который может эффектно расправляться с врагами. С помощью бесконечных боеприпасов каждая атака наносит дополнительный урон. С помощью порывистого ветра скорость передвижения немного увеличивается с каждой атакой, но будьте осторожны, она снижается при получении урона. С помощью орлиного зрения она никогда не промахивается, позволяя вам не тратить очки на меткость. В качестве альтернативы вы можете стать следопытом, мастером зелий и ядов. Она может выбрать одно из нескольких зелий, которые можно метать, и использовать их, чтобы метать взрывные бутылки, наносящие разные виды урона. Ядовитое зелье заставит врагов истекать кровью, а взрывное зелье может поразить врагов электрическим разрядом, позволяя вам наносить дополнительный урон. Способность заразное отравление позволяет ей распространять яд между врагами, а ошеломляющая токсичность удваивает количество врагов, которых она может заразить. Бег с атакой позволяет ей двигаться быстрее во время стрельбы, а неустанное преследование делает ее полностью неуязвимой для замедления врагами. Ведьма может стать инферналистом или кровавым магом. Как инферналист, она может призвать верного спутника, адского пса. Адский пес поджигает врагов и наносит им урон, если инферналист получает урон.
С помощью пиромантического пакта вы можете превращать свою ману в адское пламя. Чем больше заклинаний вы используете, тем больше становится пламя, и если оно переполнится, вы получите урон. С помощью призывателя пламени вам нужно следить за тем, чтобы пламя не угасало. Пока ваше адское пламя составляет около 30%, все ваши атаки и атаки ваших миньонов будут поджигать врагов. Она также может превратиться в настоящего демона. В демонической форме она получает больше урона, но ее скорость и урон также быстро увеличиваются. Поэтому, если вы планируете превратиться в демона, убедитесь, что у вас много очков восстановления здоровья. Она также может стать кровавым магом, мастером жизни и энергии. Все кровавые маги должны платить за использование навыков жизненной силой, но взамен каждый убитый монстр будет оставлять после себя остатки жизни, которые позволят быстро восстановить ее. С помощью багровой силы она может получить большое количество дополнительной жизни, а с помощью источника жизни она может использовать свои заклинания, чтобы восстанавливать жизнь. Как только у вас будет достаточно жизни, вы сможете использовать кровавый шип, чтобы ваши критические удары наносили огромный урон. Монах, который находится в гармонии с элементами, может стать заклинателем. С помощью элементального выражения заклинатель будет создавать волны стихийной энергии каждый раз, когда наносит критический удар. Выбрав веру, вы получите способность медитировать, что позволит вам удвоить свой энергетический щит. Вы можете выбрать специализацию на холоде или молнии. Я буду вашим покровителем, и вы сможете превращаться в неукротимого аватара. Каждый раз, когда вы накладываете статусное проклятие на врага, вы получаете неукротимую ярость. Когда ее накопится достаточно, вы сможете превратиться в аватара и наносить еще больше урона и накладывать еще больше стихийных проклятий. Некоторые монахи предпочитают погрузиться во тьму. Послушник Чиюлы может обменять свое мастерство духа на тьму, ресурс, который можно использовать как для поглощения урона, так и для нанесения урона. Покров тьмы защитит вас от любого урона, но если вы возьмете хватку пустоты, то будете наносить дополнительный урон хаосом, используя всю накопленную тьму. Еще один узел, который вы можете выбрать, это пробуждающийся сон, который позволяет вам заглянуть в мир демонов разлома. Там вы увидите пламя Чиюлы, которое можно использовать для получения жизни, маны и урона. У наемника есть работа, но какая работа подходит вам? Вы можете стать охотником на ведьм. Ритуалы одержимости дадут вам чародейскую защиту, которая позволит вам защищаться от стихийных атак в обмен на меньшую защиту от физических атак. С помощью ревностного расследования ваши враги с вероятностью в 10% взрываются при смерти. Шанс увеличивается в 2 раза против демонов и нежити. С помощью судьи, присяжных и палача ваш первый удар по врагу может нанести до 30% его здоровья и урона, если вам повезет. Это отлично подходит для охоты на сильных боссов. С помощью этого проклятия вы можете лишить противника концентрации, не давая ему использовать заклинания так часто, как он привык. Вы также можете стать легионером-драгоценником, усилив свои способности за счет встраивания драгоценных камней прямо в свою плоть. Дополнительные слоты навыков вам обеспечат интегрированная эффективность. А благодаря дерматологической инфузии вы получите дополнительные максимальные сопротивления, когда будете вставлять все больше и больше камней поддержки. Адаптивность позволяет использовать камни любого цвета, не беспокоясь об их свойствах. А кристаллический потенциал добавляет дополнительные бонусы каждому камню, вставленному в вашего персонажа. Это основные классы для начала раннего доступа. Но мы еще не говорили о том, как вы будете развиваться. Для перехода на следующий уровень вам нужно пройти одно из великих испытаний, которые вы найдете по мере прохождения кампании. Каждая из них связана с одной из основных культур Рейлоста. На равнинах в Вестере живут маракеты, народ, известный своими легендами и жестокими традициями, которые должны делать все возможное, чтобы выжить в пустыне. Самая высокая должность в культуре маракетов — Сакима, и ее не так-то просто получить. Все претенденты должны пройти испытание Сакимы, изнурительную полосу препятствий, которая проверит их силу, волю, хитрость и терпение. Чтобы пройти испытание, воин маракетов должен доказать свою ценность, поймав душу джинна в монету, и вы ничем не отличаетесь от них. Как только вы заработаете свою монету, ее можно будет поместить в алтарь реликвии, чтобы начать испытание.
В испытании Сакимы в каждой комнате есть свои сложности. В этой комнате каждый убитый вами редкий монстр будет отдавать свою кровь в чашу в центре комнаты. Как только чаша будет наполнена, вы сможете продолжить. Во время сражения с монстрами на пути вам нужно быть очень осторожными. Каждое попадание не только нанесет вам урон, но и снизит вашу честь. Монстры хорошо заметны, так что вы можете уклоняться от их атак. Но если ваша честь будет на нуле, вы провалите испытание и вам придется искать еще одну монету, чтобы попробовать снова. Перед тем, как принять вызов второго испытания, убедитесь, что вы хорошо подготовились. После каждой комнаты вы будете получать награду. В данном случае вам дали ключ, который можно использовать для открытия сундуков в дальнейшем. Как только вы получите награду, вам покажут карту остальной части этажа, и вы сможете выбрать, как продолжить. С какими испытаниями вы хотите столкнуться и какие награды получить. Некоторые комнаты более опасны, и в них вы будете получать дебафы, которые будут действовать на протяжении всего испытания. Например, войдя в эту комнату, вы получите дебаф «Шипастая раковина», который увеличит жизнь всех монстров в испытании на 50%. Будьте осторожны, если выберете этот путь. Во время прохождения испытания вас ждут разные испытания и награды. Смертельные ловушки, волны монстров и странные артефакты проверят вашу честь. По мере прохождения вы сможете получать дары от джиннов, которые помогут вам в путешествии. Например, плащ Сикимы оживит вас один раз, если вы умрете, и даст вам второй шанс пройти испытание. Одно из возможных вознаграждений, которое вы можете получить, это святая вода, чрезвычайно ценный ресурс для джиннов и маракетов. Обменяйте ее у джиннов, и вы получите много преимуществ. Вы сможете восстановить свою честь, получить дополнительные награды или избавиться от недугов. В конце этажа вас ждет сильный босс, который действительно проверит ваши возможности. Чтобы подняться, вам нужно будет победить его. Победив босса, вы получите право на повышение, но сначала нужно собрать добычу. Ключи, которые вы нашли, можно использовать для открытия различных сокровищ в хранилище в конце этажа. У нас есть только один бронзовый ключ, поэтому мы откроем только один из этих сундуков. Если вы хотите открыть более ценные сундуки, вам понадобятся серебряные или золотые ключи. Давайте воспользуемся алтарем возвышения. Первое возвышение позволит вам выбрать класс и даст вам 2 очка для распределения по древу навыков. Теперь в испытании Секамуса есть больше недостатков и больше наград. Но мы расскажем об этом в разделе, посвященном эндгейму. А пока давайте поговорим о втором испытании возвышения, испытании хаоса. В Pass of Exile 2 вы можете выбрать любое испытание, которое вам нравится, чтобы получить возвышение. У каждой расы были свои способы возвышения. Если испытание Секамуса вам не подходит или кажется слишком сложным, вы можете попробовать другое. Вы можете получить все очки возвышения за одно испытание или комбинировать их. Выбор за вами. На раннем этапе у нас будет 2 испытания, а третье появится позже, когда игра выйдет полностью. Исследуя джунгли Вала, вы обнаружите храм хаоса. До того, как Вал обратился к науке о коррупции, их цивилизация поклонялась хаосу. Это древнее испытание когда-то использовалось Валом для проверки своих верховных жрецов. Верховный жрец Вала должен был показать готовность рискнуть всем ради власти. Чтобы пройти испытание, вам понадобится жетон, который можно получить у странного существа, известного как мастер испытаний. Если он увидит в вас потенциал, то даст вам задание. Многие пытались пройти это испытание в поисках величия, но большинство из них погибли. Сможете ли вы преодолеть трудности? Перед началом испытания мастер предложит вам награду и выбор. Выберите одно из 3 испытаний, которые будут влиять на вас на протяжении всего испытания. Эти модификаторы могут усилить монстров, проклясть игрока или добавить опасности, например, турели или руны ловушек. В данном случае мы выберем турели с молниями. Когда вы войдете в комнату, мастер испытаний наполнит ее опасностями, чтобы проверить вашу решимость. В этом случае вам нужно будет уничтожить всех монстров в комнате, сражаясь с молниями из турелей. После каждой комнаты вам нужно будет сделать выбор. Возьмите заработанные награды или рискните. Увеличьте награды, но возьмите на себя больше риска. Каждое дополнительное испытание само по себе незначительно, но они быстро накапливаются и могут стать непосильными.
В испытании много разных комнат. Каждая комната проверяет вашу решимость по-своему. В этой нужно просто продержаться определенное время. В другой нужно провести каменного идола через уровень, пока на вас будут спускаться лифты с монстрами. Если вы сможете пройти первые 3 акта, то встретитесь со своим первым боссом. Порядок появления боссов случайный, и в зависимости от выбранных вами испытаний, бой с каждым боссом будет уникальным. После победы над боссом вы сможете забрать свою награду. Конечно, там будут предметы, но вы также получите право на повышение уровня. Если вы уже проходили испытание Сакамаса, то можете получить еще 2 очка для повышения уровня. Теперь вы можете пройти гораздо дальше. Там больше боссов, больше наград и больше опасностей. Но мы поговорим об этом подробнее, когда дойдем до конца игры. Так что давайте поговорим об этом сейчас. Пока что я показывал вам только кадры из кампании, но некоторые люди утверждают, что игра по-настоящему начинается только в эндшпиле. Почти каждый раз, когда выходит новая экшен-РПГ, люди жалуются, что в игре недостаточно контента для эндшпиля. Мы хотим, чтобы в Pass of Exile 2 люди не чувствовали себя так, и мы действительно недавно изменили приоритеты разработки. Первые 3 акта Pass of Exile 2 займут около 25 часов, если вы новичок. Это уже довольно масштабная кампания. С другой стороны, люди проводят сотни часов в эндшпиле каждой лиги. Мы поняли, что выпускать оставшиеся акты для раннего доступа – плохая идея. Вместо того, чтобы выпускать акты с 4 по 6 в раннем доступе, мы решили сосредоточиться на эндшпиле и сделать его отличным. Для новичков 25-часовая кампания – это уже огромная игра с большим количеством контента. Но для опытных игроков в экшен-РПГ главное – это испытание в конце игры. Несколько месяцев назад мы полностью сосредоточились на создании контента для финальной стадии игры. В начале раннего доступа будет 50 боссов и около 400 видов монстров. Но самое замечательное в том, что основная часть игры уже готова. Мы будем добавлять контент, чтобы увеличить размер игры примерно вдвое во время раннего доступа и до выхода. Чтобы финальная стадия игры была доступна на том же уровне, что и после добавления остальных актов, мы добавили второй уровень сложности под названием «Жестокий», где вы проходите кампанию с монстрами и боссами, уровень которых выше. И, конечно, новые награды. Это можно сравнить с новым прохождением игры. Во второй раз вы сможете пройти контент быстрее, так как ваша скорость прохождения увеличивается. Это поднимет вас примерно до 65 уровня, где начинается финальная стадия игры. Как только мы добавим оставшиеся 3 акта, мы уберем сложность «Жестокий», и вы сможете сразу перейти от конца 6-го акта к финальной стадии. Но что такое финальная стадия? Чтобы объяснить, я передаю слово Марку. Он расскажет вам все. Привет, я Марк Робертс, гейм-директор Pass of Exile 2. Pass of Exile известна тем, что в ней много разнообразного контента для финальной стадии игры. Каждая механика финальной стадии должна иметь свою систему развития, области, боссов, награды и силу игрока, которую можно получить только из этого контента. Мы будем добавлять еще больше, но для Pass of Exile 2 мы решили начать с 7 разных систем, которые вы сможете пройти. Это Атлас, он является основой второго этапа игры Pass of Exile. Он бесконечен и расширяется во всех направлениях. Мы не будем здесь раскрывать сюжет, но зверь заразил землю порчей, и ваша задача — помочь в борьбе с ней. В центре Атласа находится Зиккурат, храм, в котором Вал изучает основы пространства и времени. Здесь мы можем открывать порталы в близлежащие локации и начинать очищать их от порчи и искать ресурсы. Чтобы активировать портальное устройство, нам понадобятся путевые камни. У каждого путевого камня есть разрыв, который определяет уровень монстров, с которыми вы столкнетесь. Чтобы попасть в локацию, просто выберите ту, которая находится рядом с уже пройденной вами. Вставьте путевой камень и нажмите «Перейти». Откроется портал, и вы сможете отправиться в выбранную вами локацию. Все локации в конце игры отличаются от тех, что были в кампании, и мы сделали их еще более разнообразными. Монстры, с которыми вы столкнетесь на каждой карте, абсолютно случайны, и их комбинации могут привести к очень интересным боевым ситуациям. В раннем доступе представлено более 400 видов монстров, и у них много разнообразных и интересных способностей. В зависимости от того, с какими комбинациями вы столкнетесь, вам могут встретиться серьезные испытания. Чтобы очистить локацию от порчи, вам нужно победить всех сильных, редких и уникальных врагов. Как только вы это сделаете, локация будет отмечена как пройденная, и вы сможете пройти дальше, углубляясь в мир. Если ты умрешь, то больше не сможешь проходить эту карту, и тебе придется искать другой путь, чтобы добраться до областей, которые находятся за ней. Также во время прохождения карты ты можешь столкнуться с разными случайными событиями. Одно из таких событий — артефакты предтеч. Это древние разрушенные монументы, которые излучают радиацию и привлекают монстров. Монстры, которые питаются этой радиацией, притягиваются к ее силе. Если ты победишь монстров и очистишь
зачистишь артефакт, то получишь мощный временный бонус. Некоторые бонусы делают тебя быстрее, другие вызывают дождь из молнии или огня, а некоторые даже дают больше опыта или помогают находить лучшие предметы. Ты также можешь найти сильные ящики. Эти загадочные сундуки охраняют горы сокровищ, но они всегда таят в себе опасность. Монстры поджидают тебя, чтобы напасть, как только ты откроешь сундук. И в ящиках часто есть механизмы, которые выпускают мощные заклинания или опасные дебафы. Есть разные типы сильных ящиков, в которых находятся разные предметы, и ты даже можешь использовать свои предметы валюту, чтобы создавать их на лету, чтобы оптимизировать контент. Но будь осторожен, открывая те, с которыми не справишься. Иногда ты можешь найти монстров, застывших в эссенции, кристаллизованной разрушительной силе. Этих опасных монстров можно освободить. Если ты победишь их, то выпавшая эссенция может быть использована для улучшения обычных предметов до магических с гарантированным модификатором из определенной категории. Например, мы могли бы использовать эту эссенцию на некоторых лодках, чтобы получить модификатор скорости передвижения. Изредка из эссенции выпадают предметы, которые позволяют улучшить магические предметы до редких, добавляя гарантированный модификатор. Это невероятно полезно, так как позволяет получить второй детерминированный модификатор в твоих крафтовых проектах. Комбинируя их с валютой, которую обычно можно найти в рей-классе для улучшения предметов, мы можем получить очень хорошую пару ботинок. Камни пути, как и все предметы, также можно создать с помощью ваших валютных предметов. Добавление префиксов улучшит награды, а суффиксов повысит опасность. Чем опаснее карта, тем больше камней пути вы получите. Добавление модов к камням пути – ключ к переходу на более высокие уровни и их поддержанию, но для этого вам придется справляться с более сложными испытаниями. Есть множество факторов, которые нужно учитывать при создании камней пути. В некоторых картах плотность выше, в некоторых ниже, в некоторых больше магических и редких сундуков или монстров, некоторые более линейные, а другие более открытые. Убедитесь, что вы изучили и поняли, что делает определенные карты хорошими, если хотите получить максимальную отдачу. По мере того, как вы очищаете более высокие уровни атласа от порчи, вы будете получать очки, которые можно потратить в древе атласа. Это древо позволяет вам повышать опасность и награды во всех областях в конце игры. Вы можете увеличить количество монстров, количество редких предметов, количество артефактов-прекурсоров или сундуков с сокровищами, даже количество выпадающих предметов. Исследуя карту мира в конце игры, вы заметите различные биомы, от заснеженных гор до густых джунглей. Большинство карт привязаны к определенным биомам. По мере того, как вы будете исследовать атлас все глубже, вы будете открывать для себя все больше и больше. Эти города построены разными народами Рейласта, и в них можно найти особые предметы. Эти странные сооружения, отмеченные на карте, пока не кажутся чем-то полезными. Возможно, позже вы поймете, как их использовать. Вы можете найти уникальные карты, например, нетронутый рай, необитаемый остров, полный зверей, которые дают огромный опыт. Вы даже можете встретить одинокого человека, который наслаждается своей пенсией и бесплатно даст вам уникальный предмет. Кроме того, вы можете найти особые места, где можно разбить лагерь. Очистите эти места от враждебных обитателей, и они станут вашим убежищем. Вы можете украсить свое убежище по своему вкусу и пригласить туда разных персонажей, чтобы создать свою собственную базу. Отличный способ исследовать мир — это башни. Эти загадочные сооружения древних встречаются по всему Атласу. Завершив исследование башни, вы откроете большую территорию вокруг нее и сможете спланировать свой следующий поход. Здесь можно найти много всего, так что продолжайте искать. Некоторые области Атласа подвержены порче. Это добавляет дополнительные модификаторы к картам в регионе, повышая сложность и награды. Здесь убийство монстров в непосредственной близости друг от друга приводит к тому, что остатки порчи сливаются воедино, образуя мощных и уродливых чудовищ. Возможно, вы заметили, что над некоторыми областями Атласа есть значки. Этот значок означает, что в этой области есть особое событие. Этот значок означает, что в этой области есть сильный босс. Поскольку только в одной из 4 карт есть босс, мы сделали их очень сильными и хорошо вознаграждаемыми. Эти боссы взяты из кампании, но их сложность была увеличена за счет изменений в искусственном интеллекте и некоторых способностях. Стоит отметить, что поскольку вы видите, где находятся боссы, вы можете сразиться с ними или обойти их. Если вы решите охотиться на боссов, то получите специальные очки для раздела дерева навыков Атласа, посвященного охоте на боссов. Эти очки позволят вам специализироваться на убийстве боссов и получать
получать больше наград за их победу. Для каждого типа контента в конце игры мы добавляем специальные разделы, чтобы вам не приходилось перераспределять очки, когда вы переключаетесь между разными типами контента. К концу презентации мы покажем вам 7 таких разделов, так что впереди еще много интересного. Боссы — не единственная иконка, которую вы увидите в Атласе. Давайте рассмотрим одну из систем в конце игры — брешь. Если вы играли в Pass of Exile, то, возможно, знакомы с брешью. В Pass of Exile 2 мы создали продолжение нескольких лиг из Pass of Exile 1. Хотя механика знакома. Монстры, боссы, награды и развитие — все это новое. Брешь — это разрыв в ткани реальности. Открыв ее, вы увидите демонов и потусторонних чудовищ, которые поджидают вас в другом измерении. Открыв брешь, вы создадите мост между их миром и Рейкостом. Чтобы брешь оставалась открытой, вам нужно убивать демонов, которые лезут оттуда. Чем быстрее вы будете убивать монстров, тем больше монстров будет сражаться с вами, и тем больше добычи вы найдете. Вы также можете найти сжатые в кулак руки, которые будут открываться и сбрасывать больше предметов, если вы на них наступите. Это может увеличить награды за прохождение бреши, так что будьте внимательны. Среди наград, которые вы можете получить, сражаясь с монстрами из бреши, есть таблички. Таблетки — это особые предметы, которые можно использовать с башнями-прекурсорами, чтобы добавить больше испытаний в Атлас. В прорывах будут выпадать таблетки для прорыва. Если вы нажмете на уже построенную башню, то сможете использовать таблетку, чтобы добавить больше испытаний в области, находящейся в радиусе действия башни. Это сделает весь контент в Атласе самодостаточным. Хотите больше испытаний? Найдите таблетки, добавьте их в свои башни, получите больше испытаний, а значит и больше таблеток. Вскоре ваш Атлас будет заполнен потусторонними областями. Кроме того, как и все предметы в Pass of Exile, их можно создавать. Используйте свою валюту, чтобы добавить модификаторы к своим таблеткам, и вы сможете улучшить все испытания в радиусе действия. У таблеток может быть до 2 модификаторов. Они могут добавлять дополнительных редких монстров, дополнительные руки или даже плотность монстров в испытаниях, что позволит вам дольше их удерживать. Часто рядом с башнями можно найти несколько, которые перекрывают друг друга по радиусу действия. Это может позволить вам усилить механику, комбинируя модификаторы нескольких таблеток. В борьбе с демонами, пытающимися прорваться, вы можете использовать силы их мира против них. Каждая механика в конце игры требует от игрока определенных усилий, и прорыв не исключение. В прорыве вы найдете катализаторы, предметы, которые могут улучшить качество колец и амулетов, улучшая определенные модификаторы. Вы также можете найти кольца для прорыва, особый тип, качество которого можно улучшить с помощью катализаторов до 50%. В этом случае вы можете создать кольцо с примерно 170 единицами жизни. Кольца для прорыва могут стать одними из самых сильных в игре, что станет хорошим стимулом для борьбы с ордами демонов. Кроме того, в каждом эндшпиле должна быть финальная битва. Убивая монстров, вы можете найти осколки разлома. Соберите достаточно осколков, и вы сможете создать камень разлома. С помощью ужасной технологии, называемой вратами миров, вы сможете использовать камень разлома, чтобы попасть в их владение и сразиться с ними. В этом искаженном мире вы не найдете ничего, кроме огромного разлома. Активировав его, вы увидите орды обитателей разлома. Если вы будете достаточно быстры, то сможете сразиться с их лидером Стом. Мы — это одно целое. Мы... Это лишь одна из финальных битв в 2 путях. Мы не будем показывать остальные, так что вам придется найти их самостоятельно. Но будьте уверены, это один из самых сложных контентов, который мы когда-либо создавали. Во всех этих битвах есть уникальные предметы, которые можно получить только там. Но это еще не все. У нас все еще есть система прогресса. Победив Зеска, вы получите очки, которые можно потратить на раздел «Разлом» в древе Атласа. Распределение этих очков сделает разломы и их владения еще сложнее, но принесет больше наград. Маленькие узлы увеличат сложность искаженного мира, а большие узлы дадут больше бонусов. Например, этот узел добавляет больше скрещенных рук к вашим разломам и добавляет группу магических монстров, которые могут их охранять. Получите еще несколько очков, и вы сможете активировать кошмар наяву, который удвоит количество осколков, которые вы получаете за
прохождение класса и наложит на вас таинственный дебаф. Чтобы заработать больше очков, вам нужно будет победить Зешта на более высоком уровне сложности. А некоторые награды из Затуманенного Царства можно получить только если вы повысите сложность искаженного домена выше определенного порога. Победа над Зештом на 4-м уровне сложности будет настоящим испытанием. Но в рейдовых зонах есть и другие угрозы. Ритуальные алтари — это жертвенные места, построенные таинственным королем в тумане. Если вы увидите этот символ на карте, значит в этой области есть ритуальные алтари. Ритуальные алтари требуют жертвоприношений. Каждый монстр, которого вы убьете в круге, будет кормить алтарь. После жертвоприношения коснитесь алтаря, чтобы начать ритуал. Монстры, которых вы только что убили, будут воскрешены темной магией короля тумана, и вам придется сражаться, чтобы выжить. Жертвы, которые вы приносите алтарю, можно потратить на покупку мощных предметов, но они могут быть дорогими. Чтобы получить больше жертв, вам нужно найти больше алтарей. Каждый последующий ритуал, который вы проводите в области, воскрешает монстров, убитых в предыдущих ритуалах, в дополнение к тем, которых вы принесли в жертву. К концу области вы будете сражаться с действительно большим количеством врагов, но у вас будет достаточно жертв, чтобы потратить их. Одна из наград, которую вы можете купить за жертвы, это предзнаменование. Это особые предметы, которые позволяют создавать метапредметы, то есть предметы, которые влияют на другие предметы. У вас есть предмет с хорошими префиксами, но плохими суффиксами. Это предзнаменование поможет вам удалить ненужные модификации, сохранив нужные. Есть еще много таких предметов с разными эффектами, но мы оставим их для вас, чтобы вы сами их открыли. Не забывайте, что за выполнение ритуала вы также получите таблетки, которые можно использовать для получения других ритуалов. Если вы хотите сразиться с главным боссом ритуала, то вам, скорее всего, понадобятся эти таблетки. Их также можно использовать для создания модификаций, которые сделают ваши ритуалы более полезными. Главный босс ритуала — король в тумане. Люди Асмери боятся его. Говорят, что он принес в дикие земли вечную тьму. Мы не будем показывать вам битву с ним, но как и в случае с Брешью, за победу над ним вы получите уникальные предметы, а также заработаете очки в разделе ритуалов Древа Атласа. Некоторые карты затронуты безумием. Таинственная сущность проявляет к вам особый интерес. Шагните в Зазеркалье, и ваши кошмары оживут. Когда вы прикоснетесь к зеркалу, туман безумия окутает вас, затуманив разум. Чтобы кошмар продолжался, вы должны оставаться в тумане, и это так же прибыльно, как и страшно. Каждое убитое вами существо увеличивает количество выпадающих наград. Но чем глубже вы погружаетесь в туман, тем сильнее становятся монстры. Будьте осторожны и не задерживайтесь там слишком долго. Редкие и уникальные враги станут сосудами для ужасных демонов, которые будут нападать на вас. Туман также предлагает необычный материал для крафта — очищенные эмоции. Комбинируя эти эмоции, вы можете наделить свой амулет пассивными умениями. Это как получить дополнительное пассивное умение бесплатно, вложив его в свое снаряжение. Они также очень полезны, потому что вам не нужно проходить через все дерево навыков, чтобы их получить. И вы можете получить бонусы, которые обычно гораздо сложнее получить. Эмоции можно использовать для улучшения карт эндгейма, добавляя к ним безумие и увеличивая сложности награды, что позволит вам еще больше улучшить свои карты эндгейма. С помощью осколков, которые можно найти в бреду, вы сможете улучшить его, увеличить размер группы, замедлить рассеивание тумана или улучшить прохождение финальной битвы в бреду. Кстати, время от времени вы будете находить осколки симулякра. Таинственная сущность будет создавать странные встречи, основанные на искаженных версиях ваших воспоминаний. Монстры и симулякры будут появляться волнами, которые будут становиться все сложнее. В конце каждой волны вы будете получать добычу, и вам придется решать, уйти сейчас или продолжить сражаться с еще более сильными противниками из тумана. Боссы, с которыми вы столкнетесь, углубляясь в симулякр, действительно ужасны. Если вы сможете пройти симулякр, вы получите очки для раздела умений в Дереве Атласа. Далее у нас идет экспедиция. Иногда, когда вы очищаете от порчи, вы можете встретить этих колгуранских поселенцев. Колгуранцы обнаружили древние захоронения с потерянными артефактами Верициума и хотят, чтобы вы помогли им их откопать. Взрывчаткой. Колгуранцы отметили места, где можно найти реликвии. Разместите взрывчатку так, чтобы выкопать как можно больше. Есть только одна проблема. Из-за порчи ожили трупы их предков, так что вам, возможно, придется немного прибраться, прежде чем вы сможете забрать артефакты. —
Вы также можете найти останки, уничтожение которых еще больше разозлит неупокоенных мертвецов. Каждый раз, когда вы взрываете останки, последующие монстры становятся сильнее, но и награда за них тоже увеличивается. Даник, Рок, Туджин и Гвинин обменяют артефакты на полезные предметы и руническую магию. Вы также можете найти таблички, которые увеличат количество экспедиций и наград. Эта табличка увеличивает радиус действия взрывчатки, а это количество найденных вами останков. В конце концов, вы можете найти журнал раскопок. Это специальные карты, на которых отмечены спрятанные сокровища и реликвии. По сути, это одна большая карта раскопок. Здесь вы можете создать очень длинную цепь из взрывчатки и пройти через множество останков. Но будьте осторожны, многие останки могут сломать вашу сборку, поэтому лучше их избегать. Если вы добавите слишком много останков, то можете сделать сражение слишком сложным для себя. В журналах раскопок можно найти много интересного. Вы можете найти пещеры с сокровищами и тайники пиратов. Но самая мощная встреча — это Алрод, древний командир нежити рыцарей солнца. Победив его, вы получите уникальные награды и очки, которые можно потратить в разделе экспедиций на древе Атласа. Итак, это система эндгейма в Атласе, но мы еще не закончили. Испытания, о которых мы говорили ранее, содержат гораздо больше контента, когда вы дойдете до второго эндгейма. Как и другие системы эндгейма, они также имеют механику развития, уникальные награды и силу игрока, которую можно получить только в них. Чем выше уровень монет, которые вы получаете за испытание Секимаса, тем больше этажей вы сможете исследовать. На каждом этаже есть свои сложные руны и босс, которого нужно победить. Всего 4 этажа, на последнем из которых находится финальный босс, к которому можно попасть только в конце игры. Испытание Секимаса — это место, где можно найти драгоценные камни, которые можно вставить в дерево пассивных умений. Они похожи на пассивные умения, которые можно создать с помощью предметов. Они могут быть очень мощными, так как позволяют вам комбинировать модификаторы, которые обычно сложно получить. Например, этот камень дает урон от молнии и шанс нанести шок. На дереве есть несколько слотов для камней, так что можно получить много силы. Есть и другие виды камней, которые сами по себе не дают бонусов, но влияют на окружающие их пассивные умения. Этот камень увеличивает эффект небольших узлов и радиус на 25%. Если правильно разместить его на дереве, можно получить значительную прибавку к силе. Также есть уникальные камни с очень интересными эффектами, но их придется найти самостоятельно. Чтобы пройти испытания и раскрыть секреты маракетов, вам нужно использовать систему прогресса и реликвии. Реликвии — это предметы, которые можно разместить на алтаре реликвий в начале испытания. Они дают особые бонусы, которые облегчают испытания и увеличивают награды. Конечно, их можно создать с помощью предметов, и тогда они станут еще сильнее. Если вы пройдете все 4 этажа и победите финального босса, он наградит вас одной из множества уникальных реликвий. Эти реликвии будут израсходованы при следующем прохождении испытания, но могут наградить вас уникальными и мощными предметами. Например, это последнее пламя. Если вы его используете, то получите только одну награду за все испытание, поэтому вам нужно будет пройти его без единой ошибки. Испытание хаоса также доступно в конце игры. Чем больше у вас начертанных ультиматумов более высокого уровня, тем больше залов вы сможете пройти. В истинно злодейском стиле это позволяет вам рисковать еще больше ради еще больших наград. В конце игры вы сможете пройти до 10 залов с 3 боссами за один проход. Если сложить 10 испытаний друг на друга, это станет серьезным испытанием, но оно того стоит. Испытательный мастер будет соблазнять вас предметами Империи Ваала, например, сферами Ваала. Сферы Ваала — это мощные предметы для крафта, которые изменяют ваше снаряжение с помощью случайных загадочных эффектов. Изменение не позволяет модифицировать предмет дальше, поэтому оно должно быть последним этапом крафта. Но это также самый важный этап. Например, если вы примените одну из них к броне, она может добавить новое мощное зачарование или изменить до половины ее характеристик. Сферы также могут добавлять гнезда, позволяя обойти ограничение на количество гнезд в предмете. Таким образом, броня может получить до 3 гнезд, что позволяет добавить множество модификаций.
Сферы могут даже изменять уникальные предметы. Добавление зачарований или гнезд к уникальным предметам может сделать их невероятно мощными, но есть большая вероятность, что вы их сломаете. Испытательный мастер также иногда будет предлагать вам ядра душ. Изначально Ваал, возникший из хаоса, пытался воссоздать ядра душ с помощью ритуалов жертвоприношения и кровавой магии, чтобы наделить силой свою цивилизацию. Ядра душ — это мощные предметы, которые можно вставить в гнездо, с модификациями, которые нельзя получить из обычных ручей. Как и во всех финальных заданиях, здесь есть главный босс. В последней комнате можно найти ключи от таинственной двери. Некоторые говорят, что там находится сам повелитель испытаний. Возможно, вы готовы рискнуть и проверить это. Вы уже достаточно насмотрелись? Осталось еще кое-что. Самое сложное в Pass of Exile 2. Во время исследования вы можете наткнуться на крепость, которая появилась из-под земли и окружена огромным лабиринтом, полным опасностей. Что-то не дает пройти внутрь? Или наоборот, не дает выйти наружу? Эта крепость имеет древнее происхождение. Ее конструкция похожа на башни и таблички, которые вы использовали в своем путешествии по финальным заданиям. Судя по входу, для входа нужны 3 ключа. Местные фракции борются за доступ к крепости, чтобы получить силу, которая, по их мнению, там находится. Лидерам каждой фракции удалось заполучить один из ключей, поэтому вам нужно будет победить их. Каждую фракцию возглавляет босс. Вы можете увидеть одного из них в городе, но чтобы сразиться с ним, вам сначала нужно победить 2 его помощников в соседних зонах. Будьте осторожны, если вы проиграете в битве с одним из помощников или не убьете лидера, они уйдут, и вам придется искать их снова. Убейте всех боссов, и вы получите доступ к крепости. Мы не хотим портить сюрприз, потому что нам не терпится увидеть, как вы, ребята, впервые попробуете это. Но есть ли дерево, за убийство которого вы получаете очки? Конечно, есть. Это Pass of Exile. Всегда есть еще одно дерево. Это ваше испытание в Pass of Exile 2. Как видите, проект просто огромный. Намного больше, чем мы ожидали, когда начинали. Но как получить доступ к игре? Что же во время раннего доступа вам понадобится ключ? Чтобы отблагодарить наших давних поклонников Pass of Exile, которые потратили более $480, мы бесплатно выдадим вам ключ для ПК-версии. Любой другой желающий может получить ключ, купив один из новых наборов раннего доступа, которые только что появились в магазине. Если вы просто хотите получить ранний доступ к Pass of Exile 2, то можете приобрести набор раннего доступа за $30. В набор также входит $30, которые можно потратить в магазине микротранзакций. Но у нас также есть множество других наборов, в которых есть эксклюзивные микротранзакции, очки для покупок в магазине и даже физические предметы. Косметику можно использовать прямо сейчас в Pass of Exile 1 и в Pass of Exile 2, когда начнется ранний доступ. Большая часть этого видео была снята в Pass of Exile 1, потому что там вы можете сразу ее использовать. Набор для поклонников Лорда Агма содержит набор доспехов, достойный самого графа Агма. Также есть подходящая задняя панель, на которой изображен вариант с влиянием порчи. В этом наборе вы также найдете портал, созданный из ржавых доспехов павших воинов в красной вуале Агама, и потомство злобного босса Крабела, найденное в охотничьих угодьях. Правда, это потомство не выглядит таким уж злобным. Кроме того, вы получите железный меч, который можно прикрепить к одноручному или двуручному мечу. Для тех, кто хочет украсить свои убежища памятными вещами и историями из Pass of Exile, вы также получите несколько статуэток для убежищ. В этом наборе есть статуэтка Холмистого острова. В закрытой бета-версии Pass of Exile в каждом наборе была настоящая новозеландская достопримечательность киви. Следуя этой традиции, во всех наборах серии также будет новый тематический питомец киви. Этот питомец будет преданно следовать за вами в бою, но убежит при первых признаках опасности. Станьте правителем пустыни с набором Король Фарадинов. Покажите свое мастерство в преодолении песков Великих Равнин. Доспехи позволят вам скользить по земле с помощью древней магии песка. Теперь каждый комплект доспехов включает в себя нагрудник, ботинки, перчатки и шлем, но ботинки покрыты песком. Если вы хотите их показать, вы можете отключить скольжение. Прилагающиеся к ним задние крепления оснащены 2 мощными столбами, которые могут управлять молниями. Они будут периодически выпускать энергию в виде мощного взрыва, находясь в городе, и парить вокруг вас, создавая энергетический барьер из молний, проходящих между ними. Замените внешний вид любого лука на кожу Слава Фарадана. Или замените внешний вид копья на кожу Конец Тирании. Эту запасную оболочку можно использовать для изготовления посохов в Pass of Exile 1. Если вы хотите по-настоящему проявить себя как король Фарадина, то вам определенно понадобится ваша надежная передвижная городская крепость, известная как Дредноут, для путешествия по равнинам Бастери.
В Pass of Exile вы можете украсить свое убежище так, как вам нравится, и здесь это не исключение. В игре есть множество тематических элементов, которые можно использовать в других местах игры. Кроме того, вы получите эффект повышения уровня благословения Дешрета, короля-питомца Фарадина Киви и, наконец, статую, изображающую мерзкого перепроданного из Pass of Exile 1. Для тех, кто не знает, как работают наборы для поддержки, скажу, что к каждому набору прилагается вся косметика предыдущего уровня. Так что вы также получите все предметы из набора для поддержки Lord of Ogam. В наборе Тауматург для поддержки Вал есть комплект брони и крепления на спине, тематически связанные с Валом и его стремлением к науке и прогрессу. В этом наборе вы можете найти эффект оружия Ядро Души, который заставляет таматургическую энергию, полученную от жертвоприношения, выплескиваться из вашего оружия. В этом наборе также есть идол Дариани. Он заменяет стандартный внешний вид любых фокусов на древнюю реликвию, когда-то использовавшуюся Даани, и это может быть применено к щитам на пути изгнания 1. Это не единственное оружие Вэл, которое вы найдете. В нем также есть жезл из кожи чародея и королевский кинжал для жертвоприношений. Вам бы и в голову не пришло класть жертвенные камни на Киви, но Вал сделал это. Тауматург из числа сторонников Вал получит талисман питомца Вал Киви и статуэтку Доминуса. Это также первый набор в серии с физическим предметом. При покупке этого набора вы получите футболку с логотипом Pass of Exile 2, но если она вам не нужна, вы можете отказаться от нее и вернуться за дополнительными баллами, которые можно потратить в магазине. Став военачальником сторонников Каруи, вы получите комплект доспехов и крепления на спине, украшенные резьбой по нефриту и переливающимися перьями, напоминающими силу. Этого достаточно, чтобы произвести впечатление даже на богов предков, в частности на Тукахаму, бога войны Кадуи. Вы говорите, это перебор? Я думаю, народ Кадуи не согласился бы с этим. Почему бы не бросить гигантский тотем на редких врагов, которых вы убиваете, чтобы раздавить их в лепешку? Замените вашу скамью для крафта в вашем убежище скамьей для крафта каноэ предков, где вождь предков Марта вызовет гигантское каноэ, управляемое воинами Каруи, чтобы помочь вам в выполнении ваших желаний. Вы также получите пару оружейных чехлов. Наденьте защитный кожух Акои на ваши одноручные или двуручные топоры, или дробилку Тукахамы на ваши одноручные или двуручные булавы. Настоящего военачальника Каруи всегда сопровождает его верный Киви. Вооруженные доспехами и использующие магию предков, они становятся идеальными помощниками. Когда-то Малахия, одно из самых страшных существ в переклассифицированном мире, был убит могущественным изгнанником. Мы создали статую в память о добродетели изгнанника в прошлом, настоящем и будущем. Конечно, дело не только в том, чтобы переодеться в игровом стиле. Вам захочется хорошо выглядеть и в реальной жизни. Став военачальником сторонников Кури, вы также получите толстовку Pass of Exile 2. Наш последний набор поддержки в этой серии — это набор поддержки класса Освободитель Рея. Освободитель набора брони класса Рэй и задней панели выполнен из лучших материалов в стиле Рэй и с мозаикой из разбитого стекла, которая светится божественной силой. Создайте свою базу в убежище Маяк Спасения. Зачем ограничиваться одним островом, если можно освободить больше? В убежище Маяк Спасения есть собственная коллекция небольших островов и личные операторы лодок, на которых вы можете перемещаться между ними. Просто подойдите к пирсу, нажмите на лодку, чтобы войти, и выберите навигатора. Украсьте каждый остров по своему вкусу, чтобы он выглядел как ваше собственное убежище. Каждый в вашем убежище может пользоваться своей лодкой. Почему бы не устроить гонки? Вы также можете получить эффект окно в портал сумерек. Красивое мозаичное произведение искусства, которое разбивается и открывает проход к желаемому месту назначения, когда вы к нему приближаетесь. Когда вы уходите, стекло волшебным образом восстанавливается в первоначальном виде. Управляйте своим королевством с помощью тронного устройства правителя. Конечно, это устройство может создавать порталы на карте Эндшпиле, но у него есть трон, на котором вы можете сидеть и наблюдать за своим растущим королевством. Смотрите сверху вниз на простолюдинов, управляющих вашими картами. Но быть освободителем — это не только сидеть на троне весь день. Если вы решите присоединиться к битве, вы можете оставить Верховного Жреца своим заместителем. Последователи Освободителя класса Рэй также получат набор разнообразных скинов для оружия. Скин Свет Божественного Скипетра, скин Крест Распятия, скин Плеть Правосудия и скин Щит Искупления.
У вас также будет сопровождающий вас киви и, конечно же, статуя, изображающая одно из самых знаковых событий в истории Рэй. В битве между могущественным изгнанником и Китавой, ненасытным богом, изгнанник смог победить его раз и навсегда с помощью двух божеств, греха и невинности. В этот набор также входит артбук Pass of Exile 2. В этом 215-страничном полноцветном артбуке представлено множество потрясающих концепт-артов и историй, созданных во время долгого и увлекательного процесса разработки Pass of Exile 2. И, наконец, Pass of Exile всегда давала возможность сообществу участвовать в разработке игровых функций. В Pass of Exile 2 мы добавим реликварии Ордена Сумерек. Став сторонником класса Освободитель, вы сможете выбрать любой уникальный предмет, который найдете, и поместить его в реликварии. Как только игроки отправят свои предметы, начнут выпадать ключи от реликвария, и другие игроки смогут найти уникальные предметы, которые вы отправили в виде фольгированных версий. Сообщение будет отправлено счастливчику. Чем больше игроков отправит один и тот же уникальный предмет, тем больше шансов, что он выпадет из реликвария, так что выбирайте с умом. Сейчас почти все эти предметы доступны для использования в Pass of Exile 1. Есть несколько исключений, когда класс предметов явно не существует, например, арбалеты или булавы, а также несколько видов оружия, которые недоступны в Pass of Exile 2 на старте раннего доступа. Как только будут добавлены классы, использующие эти виды оружия, эти микротранзакции станут доступны для использования. Если вы еще не решили, какой набор поддержки выбрать, вы всегда можете начать с набора поддержки раннего доступа, который включает только ключ и поддержку для покупок в магазине. Позже вы сможете перейти на любой из следующих уровней. Эти наборы будут доступны для покупки на протяжении всего раннего доступа. Мы очень благодарны вам за постоянную поддержку. Без вас, ребята, Pass of X не состоялся бы. А теперь, я уверен, у вас, ребята, много вопросов. Оставайтесь с нами, потому что сейчас мы будем отвечать на вопросы Зиги Д в прямом эфире.